Почему одни учат языки в 2 раза быстрее других? За 12 лет преподавания языков я заметила одну любопытную вещь. При прочих равных условиях, одинаковых материалах, количестве занятий и времени изучения, а также одном родном языке, одни ученики за год выходят на уровень B1, иногда даже и B2, тогда как другие с трудом добираются до А2. Тех, кто быстро осваивает иностранные языки, часто считают более умными, талантливыми или просто способными к языкам. И хотя некоторые когнитивные способности, например, фонологическая память, действительно играют роль, на практике оказывается, что решающие различия связаны скорее с психологией, чем с интеллектом. В этом ролике я расскажу о психологических и поведенческих факторах, которые определяют, кто учит языки быстрее, а кто медленнее. На первом месте это толерантность к неопределенности. Это одно из самых заметных различий. Те, кто учится быстрее, довольно спокойно относятся к тому, что понимают лишь часть того, что слышат или читают. Они воспринимают неполное понимание как нормальное и временное состояние и продолжают взаимодействовать с языком, несмотря на эти пробелы. Например, при просмотре сериала на иностранном языке человек может не уловить несколько слов или фраз, но при этом понимать сюжет и эмоциональный тон происходящего. Он не требует от себя понять все сразу, и он верит, что смысл как-то достроится через контекст, возможно, через пару реплик. Но те, кто учится медленнее, чаще воспринимают неопределенность как источник стресса. Непонятное слово или грамматическая конструкция могут привести к остановке, потере внимания или немедленной попытке закрыть этот пробел. И в результате нарушается целостное восприятие языка и снижается объем живого языкового воздействия. Со временем такое избегание неопределенности заметно замедляет процесс усвоения языка. Номер 2. Способ усвоения грамматики. Те, кто быстрее осваивает язык, в значительной степени опираются на имплицитное обучение. То есть они улавливают закономерности через многократное погружение в язык еще до того, как смогут сформулировать правила словами. Такие ученики часто правильно используют конструкцию, но не умеют ее объяснить. Те, кто учится медленнее, чаще полагаются на эксплицитное обучение, то есть на правила и подробное объяснение. И хотя такие знания действительно могут быть полезны, они требуют больше когнитивных ресурсов и плохо работают в реальном времени, особенно в разговоре. Чрезмерный фокус на правилах часто приводит к паузам и снижению беглости речи. Еще один важный пункт – это различие в том, на что именно направлено внимание человека. Быстро обучающиеся в первую очередь сосредотачиваются на смысле, а уже потом на точности. Им важно понять общее сообщение, а не каждую языковую деталь. Небольшие неточности при этом не мешают коммуникации никак. Те, кому язык дается медленнее, наоборот, они склонны сфиксироваться на форме. Они часто застревают в незнакомых словах или ошибках и в итоге теряют нить высказывания. Это различие критически важно, поскольку именно понимание смысла создает контекст, который затем облегчает нам освоение более точных языковых структур. 4. Отношение к ошибкам. Те, кто учится быстрее, заранее ожидают ошибок и воспринимают их как естественную часть обучения. Ошибки для них – это обратная связь, а не показатель неспособности. Получив исправление, они быстро корректируются и продолжают говорить. С другой стороны, есть ученики, которые придают ошибкам очень сильное эмоциональное значение. Они могут вызвать неловкость, самокритику или страх негативной оценки, из-за чего человек откладывает речь до момента, когда почувствует себя достаточно уверенно. Поскольку разговорная практика – это один из самых мощных факторов языкового развития, такое избегание со временем формирует такой замкнутый круг медленного прогресса. Роль мотивации. Те, кто быстро учится, как правило, движимы внутренней мотивацией, любопытством, удовольствием от процесса, социальным взаимодействием или интересом к культуре народа, чей язык изучают. То есть само обучение приносит им удовольствие. С другой стороны, те, кто осваивает язык медленнее, чаще опираются на внешние стимулы – оценки, дедлайны, требования работы или просто давление со стороны окружающих.
Внешняя мотивация может запустить обучение, но она редко поддерживает его в долгосрочной перспективе, а именно это необходимо для достижения беглости. Номер 6. Внутренний диалог и убеждение об обучаемости. Те, кто быстрее осваивает язык, склонны воспринимать трудности как временные и ситуативные. Препятствия рассматриваются как признак того, что процесс обучения идет. А вот те, кто учится медленнее, часто делают глобальные выводы, например, считают себя неспособными к языкам. Такие убеждения влияют на поведение. Снижается настойчивость, повышается тревожность и сужается арсенал стратегий, которые человек использует в своем обучении. Еще одним важным фактором является скорость эмоционального восстановления. Изучение языка для всех нас сопровождается частыми недопониманиями, социальным дискомфортом и субъективными неудачами. Но те, кто быстрее осваивает язык, быстро восстанавливаются после таких эпизодов и снова вовлекаются в общение. И наоборот, кто медленнее учится, склонны долго прокручивать негативный опыт, позволяя эмоциональному напряжению накапливаться. Этот дискомфорт усиливает избегание общения и сокращает возможности для практики. Различия проявляются и в отношении нового языка к родному. Кто быстрее учится, принимает тот факт, что языки по-разному структурируют значения и постепенно усваивают новые модели без требования прямого соответствия. Вторые, наоборот, часто пытаются переводить буквально или подгонять новый язык под знакомые концептуальные категории. Когда это не удается, у них усиливается фрустрация и прогресс замедляется. Дальше. Для изучения также важна социальная вовлеченность. Кто быстрее учится, рассматривает взаимодействие как основной механизм обучения, используя разговоры для проверки своих гипотез, получения обратной связи и развития языковой интуиции. Кто медленнее учится, часто откладывают реальное общение до тех пор, пока почувствуют себя достаточно подготовленными, полагаясь преимущественно на индивидуальное изучение. Однако такая отсрочка лишает их именно того входного материала и обратной связи, которые могли бы ускорить обучение. Наконец, важную, хотя и менее очевидную роль играет идентичность. Кто быстро учится, допускают временное такое снижение своих выразительных возможностей и принимают то, что на новом языке временно будут звучать проще, менее изящно и менее убедительно. Кто медленнее учится, могут воспринимать этот момент как угрозу своей идентичности и избегать ситуаций, в которых не могут полностью выразиться. Такое сопротивление ограничивает экспериментирование с языком и замедляет развитие. Важно подчеркнуть, что эти психологические паттерны не являются неизменимыми чертами. Практика показывает, что люди, которые медленнее осваивают язык, могут целенаправленно выработать много из данных навыков. Толерантность к неопределенности можно развивать, работая с материалом чуть выше текущего уровня, без паузы перевода и целенаправленно создавать ситуации, в которых возможно будет тренировать свою толерантность к неопределенности и понимание из контекста. Страх ошибок уменьшается при переосмыслении ошибок как учебных событий и увеличении количества безопасных ситуаций для тренировки разговорной речи. Имплицитное обучение усиливается, если сначала отдавать приоритет языковому погружению, а уже потом объяснениям. Мотивацию можно сместить внутрь, попробовать связать язык с идентичностью через узнавание больше о культуре данного народа и поиск того, что лично вам дает внутренний отклик. В итоге тех, кто быстрее изучает язык, определяет в первую очередь психологическая гибкость. Они движутся вперед несовершенно, терпят дискомфорт и сохраняют вовлеченность, несмотря на неопределенность. Люди, которые медленно учатся, чаще ждут ясности, правильности или уверенности, прежде чем действовать. Парадокс заключается в том, что беглость возникает не в результате избегания дискомфорта, а именно через многократное прохождение через него.